Ребята, всем привет! Ну вот и настало то время, когда я выполню данное где-то год назад обещание. К сожалению, раньше не удалось, то белые мухи полетели, зима была, то насоса не было. Ну вот вроде бы все нормально, даже отстроен двигатель, то есть наличие насоса не сильно помогло, пришлось еще все заново отстраивать. Все теперь нормально, уже едем на полеты на двух машинах. Виталик везет самолет, ну а мы везем все остальное. Приехали. Виталик давно не летал, не практиковался, поэтому взяли маленький самолетик, чуть-чуть потренироваться. Вроде бы нормально получается все. Навыки блестящие. Пилотирование. Ну, короче, все, будем стартовать, да? Угу. Надулась батарейка. Адски горячая. 3 баклажки керосина у нас. Заливаем топливо. Три с половиной литра вошло. Ветерочек сейчас есть, он может влиять на запуск. Но надеюсь, двигатель не подведет. Так, зажигание есть. Запах керосина пошел. «18 килограмм тяги, друзья. 20 килограмм вес самолета. Идет запуск двигателя. Ты ж смотри, сильно не разгоняй его сначала. Он на тормозах стоит. Камень попал! Под колесами камень! КамАЗ едет! КамАЗ! В таких условиях приходится работать. Это были всего лишь пробежки, ну а теперь все по-взрослому. Заправляем до полного бака и будем взлетать. Оставляем огнетушитель, и больше нам ничего не нужно. Машины отгоняем, дабы не торпедировать их самолетом. Сейчас будем поднимать резко. Давай вот сюда, сюда. Все, пошла ласточка. Обалдеть! А-ха-ха-ха!
Ничего себе, вот это оно дает, блин. Вот это нарезает круги. Ты на всю мощность? А? Ну как? Жестко? Ты попробуй вверх свечой пойти. Все? Да. Потухло? Да. Ну, надо как-то попадать. А летит нормально? Ладно, все, не отвлекаю. Так скажи, почему потухло? Не знаю. Просто потухло и Вот все, да? было где-то процентов на 80 на развороте. Ты говорил свечой вверх. Давай, я добавил. Ну там же это Ну там нормально, да. нормально. И она просто раз и все и потухла. Короче, целый день мы мучаемся с насосами. Чтобы поднять воздух, запускали двигатель, наверное, часа 4. Чтобы вы понимали. Разными способами. Пришлось немножко с дороги сместиться, чтобы найти его. А ну-ка еще попробуй! О, работает. Солнце уже заходит. С этим днем все. По сути, день неудачный. Потратили очень много времени. Турбина не запускается абсолютно. Много всяких проблем с ней. Глохнет. И все, дальше процесс не идет. Поедем домой, но это еще не все. Это по-любому не все. Приедем в другой день и будем запускать опять. Чтобы не быть голословным, покажу вам, как происходит процесс отрубания турбины. То есть здесь компы, я здесь бессилен. Мы уже дошли до того, что делаем поддув, чтобы он прошел почти все стадии. Он проходит калибровку, двигатель и прочее, прочее. Но в самой последней стадии, после steady, cool down пишет. И отрубается в этот момент. В общем, смотрим, как это происходит. Все зависло, надо делать поддув. Отвисло, продолжает разгоняться. Сейчас пойдет калибровка. Калибрация. Все, тухнет. Видите? Cool down и все. Следующий режим, по-моему, как раз таки должен был быть выход на автоматический режим, и можно было бы управлять. Но все потухло. Вот так вот. Приехали, второй день у нас. Заправляем. Сегодня немножко по-другому будет все. Насос стоит другой. Стоит буфер для смягчения подачи топлива, чтобы не отрубался движок. Также поставим измеритель скорости. Свой GPS-измеритель я где-то потерял. Не знаю, куда он пропал. 3 дня искал, не смог найти. Будем измерять с помощью GPS-тестера на телефоне. Это моя любимая программа. И камера будет прям смотреть на телефон. Мы в режиме реального времени будем смотреть, как ускоряется, как разгоняется самолет. И какую высоту набирает. Вот эта скорость будет. Так, ну а эта высота показывает над уровнем моря. Здесь 100 метров получается у нас. Вот, то есть, ну 100 метров мы за 0 тогда считаем. Двигатель пробовали опять же в лаборатории, запускался исключительно и вчера, и сегодня. Здесь еще пока не запускали, будем вот сейчас пробовать смотреть. Ну, надеюсь, не подведет. Что еще было сделано? Проточил колеса на токарном станке. Вон они. Потому что сточилось одно, ну и плюс там подзаклинивает, слишком уж они большие.
маленькими камушками заклинивает. Пришлось сточить, чтобы этого не было. Надо включить скорость и запускать двигатель. Все, пошел запуск. Нормально. Ну, давай, не подведи. На меня летит, блин. Короче, он уже летает как хочет, я смотрю. Самолет выдерживает. Я боялся, что машинки рулевые не потянут такую массу. Ну вот как бы вроде все нормально. Ты что там птиц гоняешь? Ребята, а? С посадками мы разобрались, решили чудить по-жесткому. Короче, будем на максимальную высоту его сейчас стартовать. Высота показывается вот здесь. То есть 100 метров это нулевая отметка. Посадка вообще сказка, друзья.
Все время на эту вонючую короткую двухметровую дорогу сажаем. Вон, в поле спокойно садится, по ветру, в любую сторону, вообще как хочешь. И видите, никакие пружины сейчас не мешают, ничего. Когда можно четенько прицелиться, никуда тебя не разворачивает, все нормально. И посадка сказочная в итоге. День третий и, наверное, будет самый интересный. Собираем самолет. Сегодня у нас вот что по плану. Для тех, кто не в курсе, это модели ракет. Внутри уже установлен маленький ракетный двигатель с тягой 2 килограмма. Будем запускать с борта самолета. Все, друзья, грустные мы. И нам очень стыдно. Короче, ракеты стартанули, ничего не заснялось. Они сами стартанули при включении самолета. Мы еще даже не летали. В общем, ну тут проскочил сигнал, и они стартанули. Мы забыли, что вот эта коробка, она срабатывает при включении приемника. Надо было аккумулятор отсоединять. Но это было год назад. Мы уже забыли об этом. В общем, 2 ракеты успешно стартанули. Вот так вот они как-то между ног у меня пролетели, улетели в поле. У обоих отлетели стабилизаторы и выплюнуло двигатели прямо в нас. И в самолет один попал. Кстати, где он? Не видели? Выкинул. Ну, в общем, такие дела. Очень обидно, мы грустные. Теперь даже не знаем, что делать. Этот третий день был знаковый как раз для запуска ракет. Съемки таких видео про запуски самолетов занимают просто катастрофически много времени. Судите сами, уже 4 раза мы сюда ездили. Было где-то 16-20 полетов, точно не могу сказать. И вот приехали еще раз, уже надеюсь окончательно, чтобы запустить ракеты с борта самолета. Потому что все-таки это не дело, ребята, надо их обязательно запустить. Так, очечи одеваем. Теперь самое страшное. Включаем ракеты. Оп! Нормально. Ракеты включились нормально. Без запуска. Выкатывай его. Давай. Не стрельнуло? О! Ляс! А вторая видно? По сценарию, но сработало. Ракеты, к сожалению, не выжили. Вот одна, она хряснула об асфальт. Отлетели все стабилизаторы. Правда, все фрагменты я нашел. Так, да? Почему-то двигатели не сработали в штатном режиме. То есть они все-таки запустились, но запустились хаотично и как сами захотели. Ну, а вот вторая ракета, которая об почву ударилась. Даже еще сильнее. Повреждения. Вот что произошло, ребят. Здесь, правда, стабилизаторы почти все на месте. Ну, вот так. Зато запустили мы все-таки ракеты. И то хорошо. Все, тащим на базу втроем.
Пошел разбор самолета. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.